Всем привет! Думаю, каждому огороднику знакома ситуация, когда одновременно спеет слишком много помидоров. Съесть их все невозможно, и они начинают портиться. Этого можно избежать, если использовать овощи для приготовления томатной пасты. Помидоры моем и вырезаем места, где крепилась плодоножка. Нарезаем их на дольки или крупные кусочки. Для пасты можно взять примятые томаты, которые утратили товарный вид, но порченные и подгнилые части обязательно вырезаем. Наша задача – измельчить овощи в пюре и избавиться от шкурок и семян. Самый простой вариант – это соковыжималка. Но если такого прибора в наличии нет, измельчаем помидоры блендером или мясорубкой. Чтобы кожица и семена легче отделялись, массу можно поставить на огонь, довести до кипения и немного проварить. Для мягких и очень спелых томатов хватит несколько минут кипения. Но если они были твердые и плохо измельчились, варить следует 20-30 минут. Теперь снимаем кастрюлю с огня и даем немного остыть. После этого процеживаем и протираем сок через мелкое сито. Жмых, оставшийся в сите, выкидываем. Дальше есть два варианта приготовления. Первый – это сцедить сок. Я заливаю всю жидкость в полипропиленовую торбу и подвешиваю над миской. Подвешивать в сумке удобно, потому что у нее есть ручки. Но можно использовать и мешок из-под сахара или муки. Они из такого же материала. Переплетенные волокна пропускают жидкий сок, а мякоть оставляют внутри. Кроме синтетического, можно использовать полотняный мешочек из марли в несколько слоев или другой ткани. Так висеть помидоры должны несколько часов, пока сок не вытечет. Начала я процеживать вечером. К утру в торбе осталось небольшое количество густой мякоти и набежала целая миска прозрачного сока. Мякоть я уже переложила в кастрюлю. Теперь ставим ее на плиту и доводим до кипения. Варим около 20 минут. Мешать нужно часто, иначе густая масса начнет стрелять и плеваться и может пригореть. Другой способ приготовления заключается в том, что вместо сцеживания в мешочке сок вываривают около 5 часов на плите или в духовке. Но в таком случае нужно постоянно следить за процессом и часто помешивать, особенно когда масса начнет густеть. Минусом этого варианта являются большие затраты газа или электричества и привязка хозяйки к плите. А в жаркие дни торчать 5 часов у плиты приятного мало. Нередко в массу добавляют лук, соль, перец, корицу и другие специи по вкусу. Но это уже получается не томатная паста, а соус. Я ничего не добавляю. Пасту раскладываем в стерильные банки и закатываем крышками. Из приблизительно 10 кг выход готового продукта около 1 литра. Позже, когда открытую банку томатной пасты не используется полностью, остаток в банке нужно просто залить небольшим слоем растительного масла. Оно закроет доступ воздуха к продукту и не даст плесневеть при хранении. На этом все. Спасибо за внимание. Если информация оказалась вам полезной, буду благодарна за лайк. Всем пока и до встреч в новых видео.